Всем привет! Сегодня нарисую акварельный этюд с уютной улочкой старого городка. Эта работа немного знаковая для меня. И сейчас я расскажу почему. Она знаменует мое возвращение к традиционным материалам от цифровой графики. Так получилось, что много-много лет я работала только в цифре. С тех пор, как ушла из театра в полиграфию. И потянулась череда визиток, логотипов, одноразовых буклетов. Логотипы – это интересно. Это статусно. Это лицо фирмы. Но были и такие, о которых до сих пор вспоминаю со смехом. Логотип фирмы с ярким названием «Руки из плеч». Да-да, именно так. Вывеску с этим названием и моим логотипом в придачу не фотографировал и не выкладывал в соцсети только ленивый. Еще сотни, тысячи листовок для раздачи. Возможно, это имело смысл в начале 2000-х, но как это чудо полиграфической продукции остается на плаву до сих пор – загадка. Ведь в 99% случаев его полезный жизненный цикл в руках потенциального клиента составляет 1-2 метра от промоутера до ближайшей мусорки. А сколько мысли, сколько экспрессии вложено в создание сих шедевров. Десятки согласований и корректировок. Пиво должно быть пение, раки свежее, золото золотее, а молоко молочней. Были, конечно, и интересные проекты. И немало. И иллюстрации. Но все в цифре. Рисунки на бумаге, по крайней мере, более экологичны. В крайнем случае, всегда можно использовать в качестве туалетной бумаги, если что-то пошло не так. Акварель, в отличие от типографской краски, не содержит свинец. Значит, можно не опасаться за свое здоровье. Так что буду вспоминать, как держать кисть, как ведут себя краски на холсте и на бумаге. Пробовать разные техники и материалы. К счастью, разнообразие материалов позволяет экспериментировать, смешивая разные техники и инструменты. И все это вполне доступно. Все, что нужно, время и желание. Финансы, конечно, тоже. Но это уже отдельная тема. В чем самая большая проблема при переходе с цифры, это то, что привыкаешь к тому, что у тебя всегда под рукой Ctrl-Z. Все можно отменить. Все можно исправить. Расплести косы, зачесать волосы персонажу на другую сторону, поменять сапоги на ботинки, сделать несколько вариантов цвета галстука. Можно корректировать отдельные слои, вплоть до пиксел. Можно сделать вообще несколько разных вариантов одной картины. На бумаге так не получится. Если краска потекла, то потекла. И темно-синие штаны уже никогда не станут желтыми. А еще ресурсы конечны. И иногда внезапно. Хочешь сделать красивый штрих, а маркер вместо этого выдает бледную и кающую полосу. А новый нужно заказывать. И ждать. А потом идти получать. Или ехать в магазин. А мысли и вдохновение за это время сдулись. И фантазия уже никуда не летит. Ветер не попутный. И ты больше привязан к месту. Собрать с собой мольберт, краски, кисти, палитру, воду или растворитель и пойти рисовать, к примеру, в кафе, довольно проблематично. Особенно если это масло. Вряд ли посетители и персонал оценят твое творческое вдохновение со всеми сопутствующими ароматами. Взять планшет или ноутбук для этого гораздо проще. Но удовольствие от контакта, от процесса намного больше, чем когда рисуешь в цифре. Когда чувствуешь руками материал, как от силы нажима меняется штрих, как смешиваются слои живой краски. Это просто медитация. Буду рисовать дальше. Делиться с вами открытиями и впечатлениями, интересными техниками. Спойлер, цифра тоже будет. Куда уж без нее. Пишите в комментариях, что ближе лично вам, цифра или традишка. И почему. Очень интересно ваше мнение.
Ставьте лайк, если понравилось, подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео.